Надеюсь, все сталкивались с ситуацией, когда вы смотрите на различных людей и видите, один бьется как рыба об лед, и у него ничего не получается, хотя усилий море. А другому как бы судьба улыбается, благоприятствует, да, говорят, ему везет. Да, почему это происходит? Да, почему? Если говорить с точки зрения кармических законов, да, которые, надеюсь, вы уже принимаете, то на самом деле все очень просто. Условия выполнил, поэтому везет. Поэтому судьба благоприятствует. Поэтому высшие силы, да, силы тонкого мира помогают человеку идти по выбранному пути. И если условия не выполнены, то судьба не помогает, а наоборот препятствует, блокирует. Да, причин на самом деле множество. Да, эзотерика позволяет духовное целительство и понять, почему именно так происходит, и решить вот эту вот задачу. А как сделать, чтобы высшие силы нам помогали? Да? Какие здесь работают условия? Ну, их на самом деле множество, ну, по крайней мере, первое из них. Почему не везет? Потому что есть какие-либо причины, которые запрещают человеку идти к своей цели. Ну, там один из наших слушателей не мог устроиться на работу очень долго. Приходит на сеанс. Почему? Потому что был ростовщиком, дама да была. И когда да, там, целитель вызывает, а если кто против? Приходят сотни людей, говорит, ну нас она обманула, конкретно плохой человек. Да? Понесли убытки, да, очень много претензий к карме. Да? Человек говорит, я хочу, карма спрашивает, кто за, кто против. Приходят те, кто против, один за и все против, ну или там несколько за, много против. Говорит, извини, дорогой, не получишь, да, ты вообще-то не принес свои извинения, да, нет покаяния, нет понимания, что оббирать людей нельзя, да. Поэтому, когда человек понимает, где был неправ, проводит соответствующие там процедуры, приносит извинения, получает прощение, там, я не помню, на следующий день или в течение там 2-3 дней сияющими глазами, да, на работу устроился. Да, вот таких причин их может быть очень много, самые разные, но суть. Есть то, что запрещает незакрытые вопросы. Поэтому, когда человек старается понять, а что мешает, и убирает эти причины, да, его ожидает приз. Да, пожалуйста, молодец, заслужил. Есть вторая причина, когда это не та цель, которую высшие силы будут поддерживать. Нужно выбирать те цели, которые высшие силы одобряют. Да, потому что если ты пытаешься делать что-то не свое, конечно, тебе тоже помогать не будут. Есть причина несоответствия, там, недостаточно позитива, энергии, воодушевления или чего-либо еще. Там, неправильно общаешься с людьми или чего-то не хватает, да, чтобы получить вот право на достижение цели. Все это мы изучаем на наших занятиях, да, как анализировать, но начиная с того, что вообще как правильно ставить цели, да, дальше как анализировать текущую ситуацию, цель достижима, нужно что-то исправить или лучше вообще цель поменять. Да, все это мы изучаем. Инструмент, по сути, он всегда один и тот же. Чтобы понять происходящее, нужно обратиться к тем силам, которые это происходящее определяют, да, принимают решения по поводу нашей судьбы. Ну и дальше задавать вопросы, получать ответы и изменять свою судьбу к лучшему. Но в конечном итоге нужно понять, чтобы какая-либо цель была достигнута, нам нужно убрать то, что мешает, и получить одобрение, помощь, покровительство тех сил, которые к этой цели нас будут вести. И пока эти задачи не решены, но усилия человека в течение не только лет, там, может быть, и нескольких воплощений, они могут оказаться абсолютно напрасными. Да, напрасными. Не нужно спорить с высшими силами, да, нужно их принимать, уважать и учиться, да, обращаться к ним за помощью и за покровительством. Всем успехов на этом пути.